Уважаемый господин президент, дорогие друзья, искренне рад приветствовать в Москве президента Исламской Республики Иран господина Масуда Пезешкиана, с которым мы только что завершили обстоятельные переговоры в рамках его официального визита в Россию. Наша страна придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских российско-иранских отношений. В основе этих отношений лежат принципы равноправия, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки, которые последовательно воплощаются в конкретных делах. И многоплановое двустороннее партнерство год от года поступательно развивается. Поддерживается интенсивный политический диалог. В прошлом году мы с господином Пезешкианом провели 2 встречи, в том числе в ходе саммита БРИКС в Казани. В тесном контакте находятся внешнеполитические ведомства и Советы Безопасности. Все активнее продвигается сотрудничество России и Ирана в экономической, социальной и культурной сферах. Налажена координация по линии отраслевых министерств. Плодотворно взаимодействуют деловые круги, представители общественности. На регулярной основе осуществляются молодежные, парламентские и межрегиональные контакты. То есть связи между двумя нашими странами являются масштабными и взаимовыгодными. И мы едины в том, что чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В нем поставлены амбициозные задачи и намечены ориентиры по углублению двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной, гуманитарной областях. И этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего евразийского региона. Уже упомянул, что состоявшиеся у нас с президентом Ирана сегодняшние переговоры были весьма полезными и содержательными. Они действительно прошли в конструктивном, дружеском ключе. Мы обсудили весь спектр вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по насущным международным и региональным вопросам. Естественно, на переговорах подробно рассматривалась тематика экономического сотрудничества. Россия и Иран являются друг для друга значимыми партнерами в торговле, финансах, в инвестициях. И темпы взаимодействия в этих сферах неуклонно растут. За 10 месяцев прошлого года товарооборот прибавил 15,5%. Характерно, что наши страны практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского взаимодействия, работают над сопряжением национальных платежных систем. Так, в 2024 году доля транзакций в российских рублях и иранских реалах превысила 95% от всех двусторонних торговых операций. Нарастить российско-иранские коммерческие связи, несомненно, позволит и ожидаемое в скором времени вступление в силу полноформатного соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Напомню также, что 26 декабря 2024 года Ирану предоставлен статус государства-наблюдателя при Евразес. Видим в этом еще один шаг вперед на пути развития отношений Ирана с Россией и другими участниками Союза. Важнейшим направлением российско-иранского сотрудничества является энергетика. Продвигается флагманский совместный проект по сооружению силами Росатома 2 новых блоков АЭС «Бушер». Его осуществление, безусловно, внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, стимулирует дальнейший рост национальной экономики, обеспечит иранские домохозяйства и промышленные предприятия недорогой и экологичной электроэнергией. Придаем большое значение взаимодействию в транспортной сфере, расширению встречных железнодорожных перевозок,
Большие перспективы открываются в связи с развитием международного коридора Север-Юг. Продолжается обсуждение вопросов, касающихся строительства его участка железнодорожной ветки Решт-Астара. Реализация этого проекта помогла бы наладить бесшовную логистику от России и Беларуси до иранских портов в Персидском заливе. Углубляется сотрудничество в гуманитарной сфере. На повестке дня открытие в Тегеране Российского культурного центра. В июне в Иране запланированы Дни культуры России, в рамках которых состоятся многочисленные выставки, концерты, театральные постановки и другие яркие культурные события. Убеждены, что все они найдут широкий позитивный отклик у иранской аудитории. Растут встречные туристические потоки. Этому способствует прямое авиасообщение между многими российскими и иранскими городами, а также принятые в 2023 году решения о безвизовых групповых туристических поездках и об оформлении электронных виз для индивидуальных туристов. Россия помогает Ирану в деле подготовки квалифицированных кадров. В настоящее время в российских вузах обучаются более 9 тысяч иранских студентов, в том числе порядка 600 за счет федерального бюджета России. Все вопросы двустороннего взаимодействия держит на контроле постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Условлено, что ее очередное заседание состоится в первой половине текущего года в Москве. Разумеется, мы с господином президентом рассмотрели и целый ряд актуальных внешнеполитических сюжетов. Позиции России и Ирана по большинству из них во многом совпадают. Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета государств, невмешательства во внутренние дела других стран, проводят независимый курс на мировой арене, сообща решительно противостоят давлению извне и диктату практики применения нелегитимных политически мотивированных санкций, координируют усилия по ключевым направлениям и на ключевых международных площадках, в том числе в рамках ООН, а также в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. При обсуждении последнего развития событий в Сирии мы подчеркнули, что Россия была и остается привержена комплексному урегулированию в этой стране на основе уважения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Готова продолжать оказывать сирийскому народу необходимую поддержку в вопросах нормализации обстановки, оказания неотложной гуманитарной помощи и запуска полноформатного постконфликтного восстановления. При этом исходим из того, что определять будущее в Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога. И мы искренне желаем, чтобы сирийский народ успешно преодолел все возникающие вызовы, связанные с нынешним переходным периодом. Затронули и проблематику ближневосточного урегулирования в свете достигнутого на днях соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа, согласно которому со своими семьями должны воссоединиться освобождаемые израильские заложники и палестинские заключенные. Что не менее значимо, открывается возможность для существенного увеличения объемов поставляемого в Газу продовольствия, топлива и медикаментов. Все это, надеемся, будет содействовать облегчению гуманитарной ситуации и долгосрочной стабилизации в секторе. Вместе с тем, важно не ослаблять усилий по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта на общепризнанных международно-правовых основах, что предусматривает создание независимого палестинского государства, существующего в мире и в безопасности с Израилем. Коснулись с господином президентом и тематики взаимодействия России и Ирана в Закавказье. Интересам обеих наших стран отвечает поддержание мира и стабильности в этом регионе. В целом, состоявшаяся сверка часов по всем этим и другим региональным вопросам была, на наш взгляд, весьма полезной и своевременной. И в заключение хочу подчеркнуть, что мы удовлетворены итогами нынешних переговоров. Уверен, достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса российско-иранских отношений, связей. И, конечно, этому будет служить и подписанный межгосударственный договор. Благодарю вас за внимание.